Привет! Сегодня мы поговорим о 10 простых способах развития творческого видения или фантазии, кто как называет. В общем, о том, как научиться видеть интересное решение в нашем творчестве. И погнали! Первый способ — это практика. Много практики. Этот, как казалось бы, банальный совет, на самом деле самый действенный. Как и в любом занятии, чтобы стать лучше в фотографии, нужно время. Если ты берешь в руки камеру только раз в неделю, то ни к чему это не приведет. Вместо этого можно уделять немного времени, но каждый день. Крутить крутилки, тыкать кнопки, выстраивать экспозицию, экспериментировать с ракурсами, светом. В общем, пробовать. Другими словами, даже если это будет занимать всего лишь 10-15 минут в день, но ты будешь полностью погружаться в это занятие, только тогда ты нормально начнешь расширять свои навыки в этом деле. Также ты можешь принимать участие во всяких фотоконкурсах. Даже если ты не выиграешь главный приз, ты получишь новое внимание, опыт, а это по-своему тоже выигрыш. Смотри работы других фотографов или художников. Это тот случай, когда развивать творческое видение можно дома, сидя на диване, залипая в картинки. Также можно купить книги по фотографии, подписаться на какой-то журнал или просто зайти в интернет, смотреть и анализировать. Разделяй то, что нравится, от то, что нет, а затем поразмысли, почему нравится то, а не нравится это. Попробуй разобраться, как сделан тот или иной кадр. Думай, как бы ты мог его сделать по-другому или улучшить. Пробуй разбирать картинку, смотри на нее не как на целый образ, а разбивая на составляющие: цвет, свет, поза, ракурс и так далее. Так ты сможешь прокачать свой опыт, разбирая ошибки других авторов, и вскоре заметишь, что твои работы будут становиться лучше. И да, не бойся показывать свои работы другим, обратная связь очень важна. Все воспринимают то, что видят, по-своему, плюс ты можешь что-то упустить из виду, а другие это заметят и предложат исправить. И будь готов к критике. Воспринимай ее легко, ведь отзыв — это очень важно. Это поможет обратить внимание на слабые места и потом прокачать их. Ведь по сути это твои потенциальные клиенты или зрители. И если они обращают на это внимание, то значит нужно что-то изменить. Слушай критику внимательно, но не воспринимай все за чистую монету. Опять же, анализируй, делай выводы. Оттачивай свой собственный художественный стиль. Одно из преимуществ практики и изучения работ других авторов — это то, что ты начинаешь определять свой личный стиль. Ты начинаешь видеть общие черты, которые объединяют твои работы. И также заметишь, что у каждого фотографа есть свои черты, которые объединяют его работы. Дело в том, что как только ты определишь свой личный стиль фотографии, то обнаружишь, что будешь более склонен находить интересное решение выразить его. Это может быть определенное использование цвета, света, гаммы, жанра, культуры. У всех это по-разному. Пытайся находить эти общие черты. Изучай правила, чтобы их нарушать. Еще один вариант развития творческого видения — это изучить стандартные правила фотографии, например, правила третей, и пробовать их нарушать. Во многих случаях правила третей позволяют создавать более организованные и сбалансированные картинки. Но иногда нарушение может привести к прекрасному результату, а иногда даже оживить казавшийся неудачным снимок. Поэтому нужно выучить правила, чтобы затем их нарушать. Например, создай портрет с фоном в фокусе, либо не учитывая ведущие линии в пейзажной съемке. Или используй объектив в стиле непредназначенном, например, портрет на ширик, либо телеобъектив на стрит и так далее. Правило третей я бы назвал больше советом. Оно позволяет создавать картинки, на которые приятно смотреть. Но его можно смело нарушать, если без него будет лучше. И так часто бывает. Не позволяй правилам ограничивать свое творчество. Но не нарушай правила ради их нарушения. То есть просто так, ради показухи. Типа смотрите, я особенный. Вместо этого сконцентрируйся на постановке кадра, и в таком случае, если ты нарушишь правила, это не будет выглядеть как ошибка. А в общем, просто старайся. Не спеши удалять. Почти каждый фотограф уделяет на отбор отснятого материала всего несколько минут, и в процессе удаляет все то, что не соответствует их ожиданиям. И чаще всего не уделяется время на анализ фотографий, а всего несколько секунд, чтобы определиться, смотрится она или нет. В результате такой спешки можно упустить из виду то, что на первый взгляд кажется неинтересным, но с некоторой обработкой может получиться очень даже хорошим. Да, фотку ты сильно не исправишь, но ты можешь научиться видеть, как улучшить ее. Это может быть как мелкие, так и крупные доработки, а иногда может достаточно просто по-другому ее кадрировать или наклонить, и она заиграет. Таким способом ты развиваешь свое художественное видение и сможешь видеть желаемый результат в своей голове еще до того, как начать ее обрабатывать, а потом просто приводить ее к этому результату. Изучай ручные настройки камеры. Ничего так не ограничивает твое творчество, как съемка в полностью автоматическом режиме. Это, конечно, значительно упрощает процесс съемки, когда камера думает за тебя, но результат никогда не будет таким же хорошим, как если бы именно ты взялся руководить процессом и настраивал такие вещи, как выдержка, ISO и экспозицию самостоятельно. Лично я уже и не помню, когда последний раз снимал на автомате. Ручной режим, конечно, может показаться пугающим, но, как я отметил ранее, практика даст свои результаты.
Если ты никогда не возьмешь камеру в свой контроль, ты никогда не сможешь раскрыть потенциал камеры из себя на полную. Для начала попробуй снимать в режиме приоритета выдержки или диафрагмы. Это так называемые полуавтоматические режимы, где что-то ты настраиваешь сам, а что-то камера достраивает сама. Поэкспериментируй с разными настройками диафрагмы и SOI выдержки и смотри, как изменение влияет на результат. При этом ты не только прокачаешь свой творческий взгляд, но также получишь технические знания. Экспериментируй с ракурсом. В основном все фотографы снимают с того же ракурса, с которого они видят мир, с высоты своего глаза. И хотя многие успешные фотографии сделаны именно с этой точки зрения, выходи за рамки привычного. Посмотри снизу, сверху, под углом или сквозь какую-то рамку. Нестандартный ракурс позволит увидеть вещи совершенно иначе. Так что в следующий раз, когда будешь делать фото, отстранись от привычных ракурсов. Двигайся, обойди объект, который снимаешь. Посмотри на него с разных ракурсов, снизу, сверху. Смотри, как движения меняют сцену. И лови лучшие кадры. И да, практикуйся в поиске разных точек зрения, делая серию фотографий одного и того же объекта с разных ракурсов. Например, найди какой-нибудь объект, будь то цветок во дворе или статуэтка, и сделай ей несколько фото под разными ракурсами съемки. Научись видеть фотографию без фотоаппарата. Как ни странно, одна из основных помех в развитии творческого видения – это то, что ты вечно смотришь через камеру. Так ты пропускаешь кучу потенциально хороших кадров, потому что ты зациклен на камере и не видишь, что происходит вокруг. Плюс ты еще тратишь кучу времени, чтобы осмотреть все через камеру. Когда ты научишься видеть кадры без фотоаппарата, тебе достаточно будет оглянуться вокруг, и уже когда увидишь кадр, брать камеру и снимать. В конце концов, ты не сможешь поймать хороший кадр, если сначала не увидишь его своими глазами. Разве что случайно, но это как в лотерею сыграть. С помощью этого приема некоторые мои знакомые стали фотографами еще до того, как купили камеру. Они просто научились видеть потенциально хорошие кадры без фотоаппарата. Рискуй! Может быть, тебе интересно фотографировать только пейзажи или портреты и ничего другого, но есть прекрасная возможность развить свой творческий взгляд и рискнуть попробовать какое-то новое направление в фотографии. Например, если ты снимаешь портреты, попробуй предметку. Или если ты снимаешь пейзажи, попробуй стрит. В общем, все то, что выходит за твои привычные рамки. Дело в том, что каждый жанр фотографии требует своего подхода, а изучение того, как создавать великолепные кадры в новом направлении, помогут тебе в создании красивых фотографий только после того, как ты вернешься к фотографированию объектов, с которыми ты работаешь. Не бойся ошибок. Помимо всего прочего, одна из самых простых вещей, что ты можешь сделать для развития своего творческого видения, это взять камеру и делать фотографии, не беспокоясь об ошибках. Ошибки будут, они неизбежны. Даже самые лучшие фотографы мира по-прежнему допускают ошибки. Однако, избавившись от страха испортить фотографию, ты сможешь более спокойно подходить к фотографированию. В конце концов, фотография — это искусство, а искусство — дело личное. И то, что ты считаешь ошибкой, может быть рассмотрено как потрясающее фото кем-то другим. Отпусти свои страхи, бери камеру и действуй. Теперь иди практикуй все эти способы, ведь знания без практики ни к чему не приведут. И пиши в комменты, какой способ ты уже применял до этого, ставь лайк, если видео было полезным, подписывайся, и чтобы не пропустить новые ролики, ставь колокольчик. И до новых видео!